Да, Богдан. В эру всяких Apple Vision Pro, Oculus Quest 3, Valve скоро выпускает новый шлем виртуальной реальности. Ты, Богдан, будешь обозревать Oculus Quest 2, да? Не, ну что, актуальненько. Я скажу вам так, я стараюсь быть ближе к народу. Если честно, вот этот шлем виртуальной реальности, мне кажется, самый народный шлем, который вообще можно придумать. Вы получите полный опыт виртуальной реальности. Я просто считаю, что все, что идет дальше вот этого шлема, это уже не опыт виртуальной реальности, а улучшение опыта виртуальной реальности. В этом шлеме есть все, что есть и в других шлемах подороже. Просто там это в разы лучше. Но даже вот это вам абсолютно не надо. А зовут меня Богдан. Так, ну какая будет структура ролика? Сначала я расскажу небольшую предысторию, как я вообще это купил, и о минусах использования. Это даже будет относиться не конкретно к этому шлему, а, наверное, ко всем VR-шлемам в целом, ко всей индустрии. Вот, и после просмотра предыстории люди разделятся, скорее всего, на два лагеря. Одни подумают, что, ну да, фигня, реально не буду покупать. А вторые подумают, блин, ну за эту цену попробовать виртуальную реальность не так уж и плохо. И вот для вторых как раз будет следующая часть ролика, которая начинается вот по этому тайм-коду. Не знаю, я правильно показываю? Ну, вот тут. Я расскажу о том, с какими трудностями вы столкнетесь, покупая этот шлем в России. Не, ну своего рода это гайд будет, получается. Напоминаю, этот шлем сделан компанией, которую даже произносить без вот этой вот плашки нельзя. Поэтому в России пользоваться этими устройствами немножечко сложновато. Без танцев с бубном у вас не получится вообще. Нет других вариантов. Вам по-любому придется делать что-то еще. Вот. По этому тайм-коду вы получите гайд по тому, как начать пользоваться этим шлемом в России. Для кого-то это будет гайд, для кого-то это будет антиреклама покупки продукции компании Meta на территории Российской Федерации. Так, начнем с того, зачем я его купил. На это есть две причины. Я задрот по технике, а вторая причина, ну, по профессии вообще я геймдизайнер. Я разрабатываю игры. Мне, само собой, интересно было почувствовать, как ощущается вот этот вот игровой опыт виртуальной реальности в реальной жизни. Скорее всего, большинство покупают эту штуку именно за этим же. И в целом, да, это ощущается, скажем так, вы этого нигде не испытывали. То есть то, что вы почувствуете в виртуальной реальности, вы не почувствуете нигде. Да, это новый опыт, это вам продает устройство. Плюсом к этому, через всякие обзоры в Ютубе, вы не сможете почувствовать, насколько это круто или нет. То есть вы смотрите плоскую картинку, вы не понимаете, насколько это круто там. При этом на тот момент, это был 22 год, осень, стоил он что-то не так дорого. 1025 я его взял. Сейчас он еще дешевле стоит, но в то время это было, ну, достаточно дешево за то, чтобы попробовать виртуальную реальность полноценную. Потому что вот столько стоят флагманские решения от разных компаний. Понимаете? Когда вот вышел Quest 2, я такой, нифига себе. То есть мы получаем полноценный шлем за деньги среднестатистического смартфона. И вот по всему вот этому описанию, которое я вам сейчас рассказал, в целом складывается довольно-таки позитивная картинка. Довольно дешевое сейчас устройство. Сейчас оно вот стоит вот столько. То есть это, мне кажется, вот за это устройство это очень дешево. То есть за эту цену мы получаем уникальный опыт в виртуальной реальности. Хочешь играй, хочешь занимайся фитнесом, хочешь танцуй, делай что хочешь. Ну то есть, а в чем минус-то? Почему не надо это покупать? Ключевой минус лично для меня то, что вот этой радости, вот этого восторга вам хватает, ну, наверное, на дня 2-3, максимум неделю. Дальше я с ним еще просидел, наверное, месяц-два, настраивая его, как-то пытаясь улучшить, там, перепрошивал, устанавливал какой-то интересный софт, который расширит возможности этого шлема. То есть просто игрался именно с самой железкой. Не в виртуальной реальности, а именно с железкой игрался. Вдруг я смогу получить еще какой-то новый опыт от виртуальной реальности. Но это было просто чуть лучше, чем было. И дальше он у меня, наверное, валялся, ну вот сколько лет прошло? 2 года прошло точно. Ровно 2 года прошло. Какие 2? В 22 году я его купил осенью, сейчас 25-й осень. 3 года получается. 3 года он у меня валяется на полке. Да, раз в полгода я возьму часочек поиграю, просто вспомнить, каково это. Да, я даже получаю удовольствие, но в целом эта штука у меня просто лежит пылиться на полке. Вы не представляете, просто вот раз в полгода я такой думаю, надо поиграть. Я иду в полке, беру шлем и, наверное, минут 10 я его очищаю, потому что тут куча пыли, вот эта вкладка резиновая, и к ней пыль пристает еще сильнее, вот я не знаю, вам видно или нет. Вот, то есть это еще один этап подготовления, потому что он лежит пылиться. Ну да, я дебил, я мог его положить куда-нибудь в закрытое место, где нет пыли, а не на полку рядом с кроватью.
тогда было бы все проще. Но я рассказываю свой опыт, у меня вот был так. Вот, беру его раз в полгода, поиграюсь немножечко, вот обустрою себе там игровую зону, чтобы можно было с комфортом поиграть, и все, и он дальше лежит пылиться. И вот раньше я думал, ну не буду его продавать, сейчас какой-нибудь классный релиз появится, я в него как сыграю, как кайфану. Но нет, релизы классные выходили, я такой, надо попробовать. У меня вот там в списке отложенных этих игровых проектов лежит просто куча, и я ни в один не поиграл с тех времен. Ну а зачем? Мне легче сесть вот... что такое? Вот пока я записывал видео, там Мета просит права администратора на что-то. Это интересно, я ничего не трогал. Не поиграл я во все эти релизы по одной простой причине. Потому что ты вот, допустим, поработал, приходишь домой, ну или вот в моем случае я работаю удаленно, заканчиваешь работать и думаешь, все, надо отдохнуть. И вот что же выбрать между отдыхом, допустим, лежа на кровати с геймпадом, играя на телевизоре, или там смотря фильм, лежа на диване, сходить погулять, условно, что-нибудь перекусить, или, допустим, сесть на стул и поиграть просто за компом во что-нибудь, либо там просто сходить в бадминтон поиграть или еще что-то. Либо я сейчас возьму шлем, очищу себе пространство игровое, проверю, что заряжен он или нет, потому что, он там у меня лежит, не заряжается, он там, его еще зарядить перед этим надо. Проверить, заряжены ли батарейки в контроллерах, они разряжаются там как не в себя. У меня контроллер лежит просто без дела, вот так вот. Каждые полгода я покупаю новые батарейки. Вот, сейчас ставим новые. Ух ты, ё-моё. Ё-моё, а как ее вынуть? Так, ну что сказать. Поменял я батарейки. Вон там что. Сейчас попробую приблизить на максимум. Батарейка у меня развалилась внутри, я ее еле оттуда вынул. Поэтому советую, конечно, периодически проверять контроллеры. Иначе вы получите вот такую картину. Вот, все это покупаю, все, и вот такой думаю, все, вот этим вечером я поиграю. И поиграем часочек, потому что на дольше вас не хватит. У такого времяпрепровождения огромное количество минусов, и, скорее всего, в вашей квартире всегда должно быть готовое место под то, чтобы этим заниматься. Шлем всегда должен стоять на заряд, всегда должны быть запасные батарейки, тогда, возможно, будет это все дело проще. Вот в реальной жизни, в быту, это просто забывается. Вот, и каждый раз вот так приоритеты у меня расставляются, что просто хочется заняться чем-то другим, помимо этой виртуальной реальности. Предварительный вывод такой, что за эти деньги вы можете купить классный опыт, которого вам хватит максимум на неделю. Я уважаю тех людей, которые сидят в виртуальной реальности там годами. Вы молодцы, вам это нравится, круто. Я не знаю, но вот я рассказываю свой опыт. Я получил эти эмоции, и дальше все. Просто лень этим заниматься. И сейчас я вам рассказал о минусах шлемах виртуальной реальности в целом, по моему мнению. Ну что ж, а теперь перейдем к самой интересной части. Как вообще настроить этот шлем? Давайте будем кратки. Процесс настройки там довольно-таки простой. Как будто смартфон настраиваете. Самая большая сложность в том, что компания, которым принадлежит Oculus, заблокирована на территории Российской Федерации. Это самая большая проблема, потому что нам придется пойти на некоторые ухищрения. Наша задача какая? Каким-то образом обновить Oculus. Чтобы его обновить, у нас есть 3 способа. Первый способ, с одной стороны, самый простой с точки зрения настройки, но с другой стороны, немножечко сложно. Сейчас поймете почему. Если у вас есть Android смартфон, то на некоторых моделях можно раздавать Wi-Fi с включенным прокси или переездом. На некоторых моделях этого делать нельзя, но если у вас есть root права, то вы сможете это сделать без проблем, потому что есть специальное приложение, которое при наличии root прав сможет раздать Wi-Fi с переездом без каких-либо проблем. Способ второй. Накатить переезд на роутер. Это тоже, с одной стороны, удобно, если у вас уже есть нужный роутер. С другой стороны, это очень неудобно, если у вас нужного роутера нет. Я нахожусь вот в промежуточной ситуации. У меня роутер есть, поддержка переезда там есть, но проблема в том, что там поддержка исключительно устаревших протоколов. И возможно, можно найти подходящий профиль. Я вот вам дам ссылочку, есть вот такой вот сайт, на котором можно создать временный бесплатный переезд. Но на моем роутере это не заработал. Есть вероятность, что в России данный сайт и данные профили каким-то образом блокируются. Есть такая вероятность. Если у вас получится это сделать, то вы просто подключаете гарнитуру и спокойненько все обновляете. И третий способ потребует от нас компьютер. В теории это можно сделать и на Mac, потому что по факту нам просто нужен ADB. ADB есть как на Mac, так и на Windows. Но почему я топлю за то, чтобы это сделать на Windows? Потому что
нам нужно определенное приложение. Называется оно Квас. Его сделали энтузиасты. В чем суть этого приложения? Все, что раньше нужно было делать ручками через ADB или через какие-то приложения от самой компании Meta, собрали это все в одно единое приложение. Открываем программу, и вот так вот, собственно, выглядит программа. У нас здесь вся базовая информация о шлеме. У нас здесь же все команды, которые мы можем выполнять. Но проблема в том, что для этого нужен режим разработчика на шлеме. А мы не сможем включить режим разработчика на шлеме, пока у нас настраивается сам шлем. Но рано делать выводы. Нам эта программа все равно пригодится. С помощью этой программы мы как раз таки будем обновлять шлем. Опять же, более прошаренные люди это смогут сделать и просто через ADB, но я все-таки рассказываю о более таком понятном большинству способе, поэтому давайте воспользуемся им. Итак, мы скачали программу Квас. Опять же, все программы и ссылки будут у меня в телеграм-канале. Уж простите, такие реалии в мире, легче всего располагать все в Телеграме. Телеграм пока самая доступная площадка из всех. Дальше что мы делаем? Мы берем шлем и выключаем его. Просто там нажмете Power Off. И дальше что мы делаем? Здесь есть кнопки громкость и есть кнопка включения. Вот. И удерживаем плюс включения, пока, я не знаю, увидите вы или нет, пока не появится Android с восклицательным знаком. Затем мы нажимаем кнопку включения. Сначала кнопку включения, потом плюс. У вас вылезет Recovery. Вы должны нажать Reboot to Bootloader. В Bootloader у вас появится следующее окошко. Здесь нам нужно будет выбрать Sideload Update. После чего у нас появится логотип Meta Horizon. После чего мы подключаем шлем к ПК и открываем нашу утилиту Квас. Квас увидит шлем в режиме Sideload, и у нас будет вот такая менюшка. Нам нужно в папку с Квасом закинуть нужную прошивку. И фишка в том, что я не знаю, с какой прошивкой вы купите шлем. Если у вас слишком старая прошивка, сразу единоразово до последней вы обновиться не сможете. Он вам выдаст просто ошибку. Поэтому нужно обновляться промежуточно. Я вам дам ссылку вот на такой сайт. Называется он вот так. Здесь у нас лежат все прошивки для как второго квеста, так и третьего. Как увидеть свою текущую прошивку? Она расположена в Recovery. Вот сейчас покажу где. Вот тут она расположена в Recovery. Это как раз таки вот красный номер из левого столбца. И вы вот смотрите, там, допустим, берете и обновляете на там 2 номера вперед. Все, как это делается? Вы скачиваете прошивку, закидываете ее вот сюда и переименовываете в update.zip. После чего вот в этом приложении просто нажимаете F. После нажатия на F у вас шлем начнет автоматически обновляться. И так доходим до последней прошивки. Нужно опять же это, чтобы при сопряжении шлема с телефоном нас не кидало в принудительное обновление. Как только мы обновились, все, можно надевать шлем и продолжать настройку. Скорее всего, он у вас потребует подключиться к Wi-Fi. Тут может возникнуть проблема. Вы можете подключаться к Wi-Fi, а он будет писать, что нет соединения с интернетом. Потому что на этом этапе он тоже требует Wi-Fi с доступом к серверам Meta. Как обойти это ограничение? Мы скачиваем официальное приложение Oculus Quest. Уж на телефоне, я думаю, переезд все, кому нужно, уже скачали. Там с этим проблем нет, что на Android, что на iOS. И входите со включенным переездом. Там ваш телефон увидит, что рядом есть Quest, который нужно настроить, и спокойненько привязываете Quest к вашему устройству. Как только вы сопряжете телефон с квестом, все, Wi-Fi он от вас не потребует. То есть все, по факту мы первоначальную настройку прошли. Худо-бедно прошли. Но тут нас встречает следующая сложность. Как нам играть? Во что нам играть? У нас официально 2 варианта. Подключать шлем к ПК, либо играть на самом шлеме. Для того, чтобы играть на самом шлеме, нам нужно покупать игры. Покупать игры в России официальным способом нельзя. Поэтому нужно сделать некоторые манипуляции. Чтобы сделать эти манипуляции, нам нужен режим разработчика. Смотрите, тут опять же есть несколько способов. Либо мы это делаем официальным способом, создавая организацию. То есть да, чтобы на Oculus создать режим разработчика, вам нужно создать типа организацию, которой будет принадлежать этот шлем. Делается это вроде несложно, но все равно проблемки возникают. Давайте посмотрим, как это делать. Мы вбиваем в поиске MetaQuest Developer. У нас первой же ссылкой будет создать аккаунт разработчика. Нас кидает на какую-то страничку, где нам в самом низу нужно нажать Sign Up. Вот. Здесь у вас, скорее всего, вылезет страница входа или регистрации, вместо того, что вот у меня вылезло. Вам нужно будет зайти в аккаунт, в который вы вошли на самом квесте. После входа в ваш аккаунт, у меня просто уже введено в мой аккаунт, вот, у вас появится
вот это окошко. Что же нам на этом окошке нужно сделать, чтобы создать аккаунт разработчика? Нам нужно по факту подтвердить наш аккаунт. Здесь есть два способа: строить двухфакторную аутентификацию или привязать кредитную карту. В целом, если у вас есть зарубежная кредитная карта, то можете воспользоваться этим способом. Но мы представим, что у большинства ее нет, поэтому мы жмем Setup. Нас перекидывает на страницу настройки двухфакторной аутентификации. Выбираем аккаунт, для которого нам нужно это сделать. Настраиваем через аутентификатор. Дальше открываем Google Аутентификатор или прочие приложения для двухфакторной аутентификации. И сканируем код. И дальше настраиваем имя и вводим код из приложения. Все, двухфакторная аутентификация включена. После этого возвращаемся обратно на страницу разработчика и жмем далее. Называем команду любым именем. Нажимаем галочку, что вы согласны со всеми требованиями, и подаете запрос на то, чтобы создать организацию. После чего организация будет создана. После этого в настройках MetaQuest вы заходите на страничку вашего устройства и жмете Headset Settings. Здесь у вас будет кнопка Developer Mode. Здесь вам просто нужно будет поставить галочку. Все, режим разработчика у вас включен. Вот. И второй способ в разы проще. Но для этого вам нужно исключить на Android. То есть, если у вас iOS, это не сработает. Только с Android. Есть специальное приложение, называется Private Quest. Я тоже это в телеграм-канал закину. Private Quest называется. Здесь у нас отображается тоже наше устройство. Мы к нему как бы подключаемся. Там есть возможность включить режим разработчика одной кнопкой. В целом, у меня лично получилось на последней прошивке. Но многие говорят, что на последних прошивках не включается. И после этого для нас открывается мир полный счастья, скажем так. После этого момента мы можем, если у вас получится включить режим разработчика, вы сможете устанавливать любые APK-приложения без каких-либо проблем. То есть все, с этого момента у вас есть доступ к абсолютно всем играм для шлема. Но желательно отключить доступ к серверам мета, потому что иногда может запускаться принудительное обновление, а иногда обновления могут убивать работоспособность некоторых игр. Было такое при обновлении до новой версии Android, все пиратские игры перестали работать. И делается это все там же. Вот, то есть в приложении Quas есть кнопка управления обновлениями, это 1. Нажимаем 1, и здесь отключение сервиса обновлений прошивки шлема. Все, мы нажимаем D, мне просто это не нужно, но мы нажимаем D, и у нас шлем больше не обновляется. Прекрасно. Также в этой программе вы можете сделать вообще все, что угодно. Здесь очень много функций. Вы можете разгонять процессор, вы можете устанавливать АПКшки, вы можете повышать там скорость обновления дисплея, разрешение дисплея менять, вы можете стримить видеотрансляцию на ПК. Огромное количество функционала. Я расположу ссылку на инструкцию тоже у себя в телеграм-канале. Вот, то есть, короче, чтобы этот шлем вообще сделать худо-бедно работоспособным, нужно знатно так подзаморочиться. Вот. Не для всех это плюс. То есть мне вот нравится во всем этом копаться, разбираться, дойти до истины, но большинству это будет просто не надо. И я вот сейчас это рассказал простым языком, быстренько, а ведь у вас в процессе-то могут возникнуть различные проблемы, о которых я не рассказал. Допустим, там кабель какой-то не тот, или сеть какая-то не та, или какого-то нужного устройства нет, ноутбука нет, Windows нет. Проблем море. Давайте договоримся так. Если вдруг по этому видосу вы захотите что-то настроить, пишите мне в личку, я вам вообще совсем помогу. Настроим. Ну, вот, собственно, вторая часть была как раз аргументом, почему вам это не нужно в России. Говорят, вот есть VR-шлем Пика, говорят, вот он лучше всего в России работает. Там никаких санкций нет, ничего нету. Вроде там все как и должно быть. Просто покупайте, настраивайте и вперед. Вот. Но не знаю, у меня Пика не было, поэтому не могу сказать. Надеюсь, кого надо, отговорил от покупки, кому надо, помог. Если кто-то просто так решил меня послушать, большое спасибо. Можете подписаться, можете не подписываться, как хотите.